СМИ Японии. На Гран-при в Канаде весь пьедестал российский. Валиева совершила чудо, The Answer. Японские СМИ зашлись в восторге от победы Камилы Валиевой на Гран-при в Канаде. Юная спортсменка показала себя лучшей в мире с феноменальным рекордом – 265,8 баллов. Ее ближайшие соперницы, тоже россиянки Туктамышева и Косторная, отстали на 32 и 51 балла соответственно. Это сильная заявка на золото в Пекине, пишут японские читатели. Японские СМИ бурно обсуждают победу российского триумвирата на Гран-при в Канаде. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли весь пьедестал почета соответственно на первом, втором и третьем месте. Особенные восторги вызвала 15-летняя Валиева, установившая новый мировой рекорд в двух программах, 265,8 баллов, и перекрывшая свое же недавнее выдающееся достижение на турнире в Финляндии. Ее болеро называют чудом, а технику с обилием квадов и тройных акселей сравнивают с мужской. Многие японские издания утверждают, что вопрос с золотой медалисткой Пекинской Олимпиады решен. Все в один голос отмечают необыкновенную силу российского женского фигурного катания. Много хвалебных слов звучит в адрес лучшего в мире тренера Этери Тутберидзе, но не забывают японцы и ветерана Алексея Мишина. В то же время благодарственные слова и слова поддержки звучат и в адрес занявшей 4-е место японки Мия Михара. Популярный японский спортивный журнал The Answer пишет, что Валиева сделала сильную заявку на победу в Гран-при еще в короткой программе, блестяще исполнив каскад прыжков, в том числе тройной аксель. Еще тогда известный американский спортивный обозреватель Джеки Вонг написал, что Валиева задала тон, без сложного тройного акселя на Гран-при уже делать нечего. Другой популярный спортивный комментатор Ник Маковер написал, что Валиева буквально ворвалась во взрослый разряд, и наделает там шуму. Он оценил короткую программу Валиевой как безупречную и внушающую большие надежды на новую российскую звезду. Один из главных спортивных сайтов Японии Sponichi отмечает, что с рекордным результатом 265,8 балла, Валиева бесспорно и заслуженно победила на Гран-при в Ванкувере, и сделала сильную заявку на дальнейшие победы, и даже на олимпийское золото в Пекине. Сайт отмечает высокое качество 3 квадов у Валиевой. Позитивно оценивается высокая требовательность спортсменки к себе. В этом плане сайт рассказывает о том, что Валиева признала некоторые почти незаметные шероховатости при приземлении в тройном акселе в произвольной программе и сказала, что будет над их устранением упорно работать в этом сезоне. Камила отметила, что начнет работу сразу после Гран-при, чтобы в наилучшей форме подойти к приближающемуся в ноябре Гран-при в Сочи. Известный японский спортивный сайт Hochi News особо выделяет психологическую устойчивость юной российской фигуристки и удивляется ей. Сайт отмечает, что в начале короткой программы в Ванкувере Валиева заметно волновалась. Еще бы, ведь это было первое выступление юной фигуристки во взрослом разряде. Но Камила быстро успокоилась и откатала программу очень хорошо. Сама она на пресс-конференции тоже призналась, что сумела побороть возникшее поначалу волнение и сделать почти все, что было запланировано. Японские комментаторы Hochi News отмечают поразительную легкость, с которой Валиева выполняет по 3 четверных прыжка в программе. При такой легкости ее болеро очень органично смотрится. Японцы согласны с тем, что Валиева сделала заявку на победу в приближающейся Пекинской Олимпиаде. Но они предлагают не забывать и о той угрозе, которую этой золотой медали представляет Александра Трусова. Правда, ее недавно постигла травма. Но специалисты уверены, что она вполне восстановится до Олимпийских игр в Пекине. Там развернется интересная борьба. Вторым номером в российской команде японцы с удовольствием называют Елизавету Туктамышеву. Она им очень нравится, и многие в Японии за нее болеют. Комментарий японских читателей. Валиева без сомнения возьмет золотую медаль на Пекинской Олимпиаде. Ее победа на Гран-при в Канаде – это такой же позитивный шок, как победа Загитовой в свое время в Пхёнчхане. Наши японки тоже старались.
Михара четвертая. Она повысила свой предыдущий результат на 10 баллов. Тоже молодец. Вот результаты российских чемпионок и вышли на уровень 265 баллов. Восхитительно. Если бы Валиевой еще чуть-чуть прибавить в художественном впечатлении, она могла бы взять и все 270 баллов, почти мужской результат. Молодец! Поздравляем! Все японские фигуристки до таких высот уже не дотягиваются. Остается только вздыхать. Да и сколько японских фигуристов-мужчин могут набрать такие баллы? Да, Россия вырвалась далеко вперед. Ведь Камиле еще только 15 лет. Начала она заниматься в 5 лет. Прошло 10 лет упорных тренировок. Просто слезы наворачиваются на глаза, сколько трудов вложила в свое мастерство эта хрупкая маленькая девочка. Восхитительно! Олимпийский пьедестал в женском катании на Пекинской Олимпиаде весь будет российский. Жаль, конечно, наших японских девушек. Но побеждает сильнейший. Это закон спорта. Поразительная техника и катание у российских фигуристок. Каких высот достигло фигурное катание России? Каждый год тренерские школы выдают здесь звезд одну за другой. И какое тренерское мастерство подвести сборную команду страны к Олимпиаде в таком высоком состоянии готовности. Честь и хвала российским тренерам. Как красиво выглядят прыжки Валиевой с поднятыми руками. Такие длинные руки. Она сразу становится похожей на птицу. Поразительная техника и мастерство у Валиевой. Чем-то смутно напоминает Загитову в ее лучшие годы. Но это было уже давно. А сейчас новые чемпионы. Мне кажется, что судьба золотой медали Пекинской Олимпиады в женском одиночном фигурном катании решена. 3 четверных и тройной аксель. Супер! Валиева – это настоящее волшебство. Российское фигурное катание поменяло мировые тренды. Теперь они законодатели мод. Красота почти космическая. Валиева набирает мастерство с каждым днем. И еще она растет, ноги и руки у нее становятся длиннее, и оттого впечатления от ее выступлений становятся все приятнее. Кто сможет составить ей конкуренцию? Ну разве ее коллега по команде Трусова? И обратите внимание на ее милую улыбку после завершения трудной программы. Это тоже часть имиджа. Неудобно это говорить, но нашим японским девушкам до таких высот еще далеко. Обратите внимание, русские фигуристки становятся все выше и красивее. От красивого стиля Валиевой просто захватывает дух. Я думаю, что в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде и мировых первенствах Россия сейчас может уверенно рассчитывать на 4-5 первых мест.